Война по-прежнему одна из главных новостей, но она не настолько главная, насколько она была в первые полтора-два месяца. Вот после того, как Путин окончательно разочаровался в перспективах своей дружбы со Штатами, он все время играл на обострение. Мы сейчас ближе к ядерному столкновению намного, чем были во времена Карибского кризиса. Вот эта психологическая травма, которую пережил советский и российский народ, она продолжается. Новым героем моего интервью стал журналист Станислав Кучер. Он поработал во многих российских медиа, от телеканала ТВ-6 до газеты «Московский комсомолец», а сам уже давно проживает в США. Мы со Станиславом обсудили отношение американцев к событиям в Украине, реальные взгляды российских пропагандистов и возможность ядерной войны. Если вам понравилось интервью, не забудьте подписаться на канал Варламов Токс, ведь больше половины из вас смотрит мои ролики без подписки. Не надо так. Так, ну ладно, расскажи мне, ты сегодня опоздал, потому что был на заправке. Что с ценами на бензин? Потому что, судя по российской пропаганде, это сейчас самая главная проблема Америки, это цены на бензин, и мне кажется, в России за ними следят активнее, чем у вас. Смотри, цены на бензин, безусловно, подросли. Американцы к этому были готовы, потому что Байден предупреждал с самого начала, что эмбарго на энергоносители так или иначе отразится на кошельке американцев. И здесь на эту тему была очень большая дискуссия везде, начиная от кухонь, заканчивая кабинетами высокими и телевизором. Но большинство тех дискуссий, которые слышал я, причем что в домах, да, что по телевизору, люди наоборот, до того, как Байден объявил об этом решении, говорили о том, ну почему до сих пор нет, давайте, уже пора. И в итоге повышение цен на бензин оказалось не настолько серьезным, каким его ожидали увидеть. Ну, то есть, объясняю, вот, допустим, вот эта машина, Mazda CX-9, большой кроссовер, да, до войны заправить полный бак мне стоило $75. Сейчас я заправил полный бак $90. То есть, соответственно, разница в $15. Да, это достаточно существенная история, но это не в 2 раза. Это даже не в 1,5 раза. Для, на самом деле, большинства американцев то, что произошло, это, конечно, все равно болезненно, но не настолько, чтобы из-за этого выходить на улицу, уж тем более считать это главной проблемой и обсуждать. Нет, главная проблема, кстати, у американцев по-прежнему, как бы это не хотелось русскому человеку, причем неважно, русскому патриоту в кавычках, русскому либералу, да, но русским всегда хочется, чтобы, конечно, Россию активно обсуждали. На самом деле этого нет. И даже война с Украиной сейчас, если в первые 1,5-2 месяца она была просто постоянно хедлайны, все первые полосы газет, первые страницы сайтов, первая новость. Сейчас уже нет, сейчас уже часто снова налоги, Трамп, если это бульварная какая-то история, то скандалы со звездами, которых полно, да, но нет, точно не Россия. Ну и понятно, что цены на бензин, в принципе, уже они поднялись, и никто их особенно не обсуждает. Подожди, я вчера гулял по Манхэттену, там довольно много всяких граффити, плакатов, везде Украина. Да, не только на Манхэттене, ты можешь, пожалуйста, сейчас с тобой будем ехать, увидим украинские флаги в небольших городках, причем можно всегда постучаться в дом, спросить, ребята, вы, украинцы, что ли? Они скажут, нет, просто солидарность демонстрируют везде. Нет, война по-прежнему одна из главных новостей, но она не настолько главная, насколько она была в первые 1,5-2 месяца. То есть, еще раз, если в первые 1,5-2 месяца Украина и ничего, кроме Украины, Украина, Россия, Путин и больше ничего, то сейчас, время от времени, ты видишь, что Украина, Россия, Путин — это уже 2-я, 3-я, иногда даже 4-я новость. Кому не интересно? Ты понимаешь, нет, нельзя сказать, что никому не интересно, но, во-первых, интересно иначе, чем были раньше. То есть сейчас, конечно же, всех волнует вопрос, нажмет, не нажмет на кнопку. Кстати, что вот это на самом деле. Я думаю, что нажмет. Слушай, я не хочу больше делать
четких прогнозов, потому что, прости, у меня все прогнозы пока сбылись. Со мной Подожди, ты предсказывал войну? Да, со мной приятель американец хотел поспорить на $10 тысяч, ни много ни мало, 14 февраля, в День всех влюбленных. Он мне предложил поспорить, там, будет война или не будет. Я был в этот момент абсолютно уже уверен, что будет. Я с ним не стал спорить. Если тебе интересно, на самом деле аргументация у меня достаточно простая. 31 января вышло обращение, так называемое Союза офицеров России, подписанное генерал-лейтенантом Ивашовым Леонидом, бывшим начальником управления международного военного сотрудничества Минобороны, одним из, на протяжении долгих лет, военных советников Путина, человеком с огромным количеством серьезных связей, хорошего инсайда в сегодняшних, в общем, у Шойгу, в Минобороны и так далее. И он публикует 31 января обращение, которое, на мой взгляд, говорило о том, что он 100% получил инсайт о том, что пути назад нет. И в этом обращении он называет будущую войну абсолютно преступной, считает, что угроза России от НАТО в настоящий момент не исходит, война нужна только Путину, кооперативу «Озеро» и так далее. Он просто подробно описывает, кому эта война нужна, и более того, дальше описывает, что это, говорит, предсказывает, что это будет не простая история. И тот факт, что он опубликовал это обращение, будучи не просто военным, но еще и военным дипломатом, человеком осторожным, я понимал, что он просто так вот не будет выступать. Он пошел на обострение. Это говорило о том, что ситуация зашла очень далеко, и он захотел сразу дистанцироваться от этого преступления и позора. Поэтому для меня это была такая последняя капля. Ну и потом просто со стороны такие вещи часто бывают виднее. Ну то есть, когда ты читаешь и слышишь о том, что войска на границе Украины скапливаются, обеспечивается инфраструктура, связь, снабжение, вот это все, начиная с сентября 2021 года, и потом уже к концу января 2022 года группировка достигает числа 150 тысяч, никуда не уходит, а Путин каждый день выступает с какими-то ультиматумами, то, ну я не знаю, для меня это абсолютно свидетельство того, что вариантов нету. Что он сам себя загнал в угол, из которого ему будет очень уже трудно выйти. Поэтому нет, у меня сомнений никаких не было совершенно. Вопрос был только в дате, там, чуть раньше, чуть позже. Ядерный удар. Ядерный удар, опять же, смотри, давай так, ни ты, ни я, мы не специалисты по, да, там, вообще даже близко. Все, что мы знаем, это очень поверхностное знание, которое может быть там, чуть-чуть больше, чем у среднего человека. Мы понимаем, что Путин, там, что Байден, вот все прекрасно знают, что, да, количество ядерных зарядов на территории России и США достаточно для того, чтобы уничтожить там весь мир. То есть конкретно ядерное оружие накопили очень много. Дальше, там, может оно быть использовано или не может. Одни эксперты говорят, что в Америке настолько мощная система противоракетной обороны, да, которая не позволит ни одной ракете прилететь. В России тоже достаточно там сильная система. Что на самом деле, даже если начнется, это все закончится в течение там, 15 минут. Другие эксперты говорят, нет, нифига. На самом деле все это никто никогда не опробовал в режиме реальных боевых действий, поэтому никто гарантировать не может ничего. Ну, то есть, все понимают, что это в любом случае страшный риск. Конкретно Путин. Почему я думаю, что он может на это пойти? Просто потому, что даже вне зависимости от того, там есть слухи о том, что он болеет чем-то, да, или не болеет, просто человеку скоро 70 лет, и ему нужно эти 70 лет встретить либо в атмосфере победы, триумфа и абсолютной уверенности в завтрашнем дне, в том, что Россия является таким пионером духовного ренессанса человечества, которое бросило вызов и успешно бросило вызов, и человечество, как минимум значительную его часть, с Россией, и идет вот эта борьба цивилизации, но идет успешно, вот либо в такой атмосфере, ну, либо, когда у тебя ничего не получается, ни один из твоих планов не срабатывает, ну, значит, нужно играть на обострение. По крайней мере, это то, что Путин делал всегда. Если мы обратим внимание, он всегда на протяжении, ну, просто
всей своей внешнеполитической активности, да, всех своих авантюр, он всегда играл на обострение. Да. Начиная с Грузии, после Ирака. Вот после того, как Путин окончательно разочаровался в перспективах своей дружбы со Штатами, он все время играл на обострение, постоянно повышал ставки. Это как игрок в покер, у которого там фишек остается мало, и он в какой-то момент, ты просто смотришь на него, и ты понимаешь, что в какой-то момент он возьмет сейчас и вот просто перевернет нахрен весь стол. Да, но в этом же и главная опасность, да, то, что это, по-моему, понимают там некоторые политики, да, пытаясь дать возможность ему сохранить лицо. Вот все этот разговор, не знаю, опять же, насколько они несерьезны, но понятно, что Путин не может проиграть в этой войне. Я имею в виду, не может для себя, так-то он может и пока, судя по всему, он там проигрывает. Но для себя, когда у него станет выбор, что вот уже все, ничего не получается, да, естественно, он выберет нанести какое-нибудь, я думаю, там, какое-нибудь тактическое там, ядерное оружие, потому что в надежде на то, что та же самая Европа ему не будет отвечать, ну, не знаю, по каким-нибудь там польским полям, скажет, вот там вот склады оружия, которые вот, американцы поставляют, мы же вас предупреждали, что вы будете стороной конфликта. Вот в Польше мы нашли склады, где все вот эти вот там оружие собирается для дальнейшей заброски на территорию Украины. Нас это не устраивает. Поэтому мы по этому складу раз и навсегда тактическим ядерным оружием. И еще раз вам напоминаем, что если надо будет там, по центрам принятия решений, мы тоже вообще никаких вопросов нет. Ты нарисовал вполне себе возможный вариант, который активно обсуждают сейчас многие на Западе и в России. И, понимаешь, в международной политике, по моим, опять же, наблюдениям политобозревателя за почти, там, страшно сказать, 30 лет, ожидания играют не меньшую роль, чем логические соображения и так далее. Это как на бирже, абсолютно. Ожидания, психология толпы, паника, вот это все. То есть, поскольку войну в Украине, опять же, ожидали многие, в самой Украине, прежде всего, на Западе, и там, Путин собственным окружением, эта война произошла. То есть, сколько бы, опять же, не говорили до последнего момента, что да нет, не может, да нет, Путин просто блефует, да нет, это акция устрашения войска, да нет, он сейчас там, через какое-то время отведет, да нет, ему навстречу пойдут, ну и т.д. и т.п. Да. Тем не менее, произошло ровно то, что произошло, то, чего опасались и рассматривали как самый худший вариант пессимисты, ну или реалисты. То же самое в отношении там, возможного ядерного удара. Да, конечно, вот мы сейчас там с тобой едем, не знаю, по Америке, зелено, красиво, вокруг едут люди, обсуждают совершенно другие проблемы в машинах, им глубоко пофигу там на Россию и Украину, они считают, что это все-таки не произойдет. И тем не менее, вот точно так же люди там, ездили в районе Мариуполя, да, еще в январе, и там, представить себе не могли, что через какое-то время произойдет с их городом. То же самое, мне кажется, вот весь мир находится ровно в том же положении. Мы сейчас ближе к ядерному столкновению намного, чем были во времена Карибского кризиса или, например, в начале 80-х, после вторжения в Афганистан и разворачивания американцами системы «Звездные войны». Ровно потому, что у Путина нету на сегодняшний момент других вариантов. Единственное, что, мне кажется, может все это дело предотвратить, это превращение войну в, о чем сейчас довольно многие аналитики уже пишут, в подобие такого затяжного арабо-израильского конфликта, который из активной стадии переходит в такую тлеющую и продолжается достаточно долго. Ну, то, что мы видели в Донбассе. Совершенно верно. Сколько может продолжаться, это зависит, опять же, от здоровья и настроения Владимира Владимировича Путина, прежде всего. Да? И есть же замечательная фраза Макиавелли о том, что войны нельзя избежать, ее можно только отсрочить к выгоде противника. И мне кажется, что в нынешней ситуации, вот конкретно сейчас, конечно же, любой затяжной конфликт будет на самом деле работать на худший сценарий. Ну, то есть, если этот конфликт, конечно, будет затяжной, и весь мир, и Украина в том числе, готовы терпеть в течение лет 20-30, тогда, конечно, все может разрешиться естественным путем в результате там, физиологических процессов в организме президента России. Да? А если затяжной конфликт там, сроком на 2-3 года, то вот это очень опасно, потому что как раз
в контексте такого затяжного конфликта угроза ядерного столкновения будет постоянно только расти. Потому что терпение людей будет заканчиваться, причем и в России, и в Европе. Но смотри, что сейчас происходит с НАТО, да? Те генералы, те офицеры, которые считались маргиналами, ястребами, алармистами, еще вот буквально полгода назад. Сегодня люди на первых ролях, сегодня к ним прислушиваются, потому что произошло то, что произошло. И когда слишком много, повторяю, людей готовятся к войне, эта война рано или поздно происходит. Раньше или позже. Поэтому я считаю вариантом с использованием Путиным тактического ядерного оружия просто на сегодняшний момент более вероятным, чем какое было другое решение конфликта. Просто процентов 70 вот сейчас по ситуации на сегодняшний день, что это произойдет. Да, так что идем в бункер. Ну, бункер, не бункер. Дело в том, что действительно мы вообще весь мир сейчас вступает в ту эпоху, о которой подсознательно очень многие мечтали. Такая эпоха непредсказуемости, эпоха новых исторических свершений. Вот те самые тяжелые времена, в которые, согласно якобы китайской поговорке, не приведи Господь жить, самое ужасное ругательство. Я знаю очень многих людей и в российском истеблишменте, в том числе, которые просто мечтали о том, что эти времена должны наступить. Причем людей не только, скажем, кому сильно за 60 или за 70, да, которые могут громко хлопнуть дверью перед тем, как уйти, которые живут в парадигме, нафига нам Россия, если в ней нет мира, да, но и ребят достаточно молодых, которым, не знаю, между 30 и 40, которые никогда не жили в Союзе, но которые, наслушавшись своих отцов, дядь и просто старших товарищей из разных серьезных ведомств, считают, что просто война неизбежна, война обязательно должна быть, война — это инструмент развития цивилизации, вот это все. Мне, знаешь, что кажется, тут свою большую роль сыграло это культивирование и взращивание культа победы, как это у Высоцкого, помнишь, было? Не досталось им даже по пуле. Совершенно, да. Жить не тужить, да, но рискнули из напильников делать ножи. То есть про вот это послевоенное поколение, конечно, которым не досталось даже по пуле, нету места теперь для того геройства, и они видят, да, что все, вот их поезд какого-то такого успеха. Я это наблюдал на примере своих родителей и бабушек, дедушек. У меня бабушка Екатерина Семеновна, она блокадница, пережила всю блокаду и дошла потом до Вены командиром санитарного батальона. Дед пограничник тоже воевал, и я не раз, в общем, слушал их разговоры с отцом, еще когда я маленьким был совсем. Приезжал в Питер, сидели, мы разговаривали, День Победы. Бабушка терпеть не могла салюты, терпеть не могла всю эту такую военную, околовоенную, патриотическую мишуру, терпеть не могла, когда отец пытался на меня надеть пилотку. И вообще, когда, например, захотел, чтобы я отправился в Суворовское училище, они были категорически против, и бабушка, и дед. И вот как раз она говорила отцу примерно дословно следующее, что мы не для того воевали, чтобы потом помнить об этом, чтобы я видела своего внука, бегающего по улице с автоматом, кричащего я сейчас убью всех фашистов. Она сказала, что тот, кто играет в войну с детства, обязательно захочет повоевать по-настоящему. И дальше она объясняла, что говорит, даже подсознательно просто обязательно захочет. И отец постоянно с ней, она говорила, вот смотри, моего отца в 68 году, он служил в ГДР, и их роту перекинули в Чехословакию. И, может быть, кстати, вот это был момент отрезвления конкретно для моего отца, потому что в них кидались тухлыми яйцами, помидорами, со словами «русские, валите отсюда», да, «русский солдат, иди». Это писали тогда в Чехословакии. Отец это все видел своими глазами. Это был первый момент, когда он
задумался о том, правильно ли все происходит, неправильно. Но много ли было таких, как он, кто оказался в Чехословакии, кто мог вот увидеть своими глазами? Нет. И опять же, там, у меня отец умер в 2014 году, достаточно рано, как раз там, не дожив 2 недели до Майдана и там, месяц до аннексии Крыма. И мы с ним накануне много очень об этом говорили, о реваншизме, как раз который уже начинался. И он рассказывал мне, пожалуйста, говорит, вот у меня друзья, мужики, мои там, одноклассники в том числе, которые, да, считают, что, конечно же, страна должна заявить о себе, страна должна поставить на место Америку, потому что не навоевались. Абсолютно по Высоцкому как раз. Ну и вот да, сейчас, мне кажется, довольно большое количество как раз среди молодых людей, которые выросли при вот этом вот культе, то, что у предков была большая победа, а у них ничего нету, им условно остается донашивать вот эти вот дедовские, уже прадедовские какие-то вот эти успехи, а ничего нового им страна так и не предложила. И тут открывается окно возможностей, и что наша война опять с этим вот нацистом, с фашистами, что вот мы тоже можем сейчас вот это вот повторить, да, это уже будет уже наша победа, своя родненькая, и свой такой вот некий там, не знаю, социальный лифт, чтобы доказать, что мы не зря вот здесь вот как-то живем. Ну, видишь, потому что кроме прошлого ничего не осталось. Да. Было же 2 грандиозных момента, которыми гордилась страна всегда. Это космос и война. Космос и победа в войне. То есть победа в войне, мы спасли мир от фашизма. Космос, мы первыми полетели в космос. Соответственно, космос просрали. Илон Сейчас Маск, Рогожину было обидно. конечно. Значит, космос просрали, а остается война, которая в прошлом, поэтому ее просрать невозможно. Да? И вот это ощущение, что с чем ты работаешь? Естественно, ты работаешь с тем, Слушай, сейчас, да, что у тебя есть, и никуда не денешься. я готов с тобой поспорить, что просрать невозможно, потому что если посмотреть на то, что происходит в России с этим культом победы, как он мутирует и трансформируется, то я думаю, если так пойдет и дальше, то они на международном уровне просто просрут и это, потому что... Нет, это, ну, во-первых, это уже практически случилось из-за когда этого. чиновники, я даже сейчас не говорю про события в Украине, да, но когда сейчас у нас там всякие говорят, да, что Советский Союз там чуть ли не в одиночку всех победил, что Ленинград, это Беглов же сказал, да, что Ленинград блокадно атаковали все европейские армии. Вот. И то, что вот мы вообще номер 1, а все остальные просто идите нафиг, да, то это вызывает вот это вот переписывание истории, попытка при этом даже не переписывать в каких-то нюансах и деталях, да, а переписывать просто, они чуть ли сейчас уже не заново пишут заново всю эту историю. И вот это вот вызовет какой-то Знаешь, момент смотри, у меня отторжения. есть старший товарищ, ему сильно за 70, такой вольный философ, Сергей Сильверстов, эксперт по психологии толпы. У нас с ним очень жесткий разговор состоялся давно, несколько лет назад, когда он прочитал книжки Мединского по России, да, и в какой-то момент посмотрел, сказал, примерно, что это, конечно, редкостный трэш, но это тот трэш, который сегодня нужен нации. Когда я попросил его расшифровать, он объяснил, ну смотри, история — это всегда мифы, практически в любой стране. Настоящая история начинается более-менее только сейчас, имеет шанс начаться, потому что есть интернет, есть возможность записать, а на видео есть возможность просто наблюдать свидетельства такие настоящие. А все, что было до этого, это то, что записано со слов одного, да, придворного летописца, ну и так далее. Вот, поэтому история — это всегда мифотворчество, говорил он. Любая нация заинтересована, любое будущее, настоящее будущее любой нации должно так или иначе стоять на прочном фундаменте прошлого. Это и есть практически в любой стране мира. Посмотри, говорит, на любую великую державу, там, мощную, большую, посмотри на Америку, огромное количество собственных, опять же, мифов, да, мифы там и о гражданской войне, там, мифы о первых переселенцах, которые здесь оказались. Все это красивые мифы, все это очень красивые идеалы, которые они там для себя установили. Соответственно, им это необходимо. То же самое необходимо России. Проблема России в том, что история, куда ни плюнь,
преступление и позор. Все практически войны, которые Россия начинала, она проигрывала. Начинала она много войн внешних, вопреки сегодняшнему стереотипу, схожему о том, что Россия никогда ни на кого не нападала. Что, да, Россия не начинала войн. Тут еще история. Да. Ну, то есть, вот он говорит, что, смотри, когда у тебя такая плохая история, просто плохая, да, когда в твоей истории сплошь и рядом то убийца, то психопат, то там еще кто-то, и тебе постоянно говорят о том, что, да, при этом твоя история непредсказуема, как выразился Черчилль в свое время, потому что вот 70 лет ты живешь, и для тебя Ленин, который смотрит со всех постаментов, со всех там стен, со стен твоего класса. Не знаю, у тебя сначала октябрятский значок с изображением Ленина, потом пионерский значок тоже с изображением Ленина, потом комсомольский значок с изображением Ленина. Ленин с тобой всю жизнь. И потом, это как раз поколение моих родителей, поколение того же самого Путина, да, родившихся сразу после войны. И потом вдруг, когда им уже там по 40 или около того, вдруг им рассказывают о том, что, ребята, Ленин был преступником, да, это грандиозная психологическая травма. Вот эта психологическая травма, которую пережил там советский и российский народ, она продолжается. Открытие нового в истории продолжается. И, соответственно, возникает ощущение тогда, а на основе чего мы будем строить наше будущее? И отсюда желание мифологизировать прошлое, и отсюда вот эта точка зрения, которая сейчас доминировала в российском истеблишменте, да, пусть это вранье, да, пусть это там приукрашивание в лучшем случае, но это лучше, чем ничего. Это лучше, чем отсутствие истории, или это лучше, чем постоянное там открытие в истории. Это та ложь, которая ложь во спасение. Вот они на самом деле между собой, сидя в бане, там, выпивая или обсуждая стратегию развития России, они прекрасно понимают, там, где ложь, а где правда, но при этом они так и друг с другом общаются, что да, это необходимо, это наш миф, это миф, который нам поможет построить замечательное будущее. Именно поэтому отсюда весь их вот этот whataboutism. То есть, а что у них, а вот у вас, да, а у вас негров линчуют, а вы в Ирак, а вы в Косово, а вы там-то, там-то. Потому что им необходима постоянная легитимизация всего того, всей той лжи, которая стала визитной карточкой их внутренней и внешней политики. Для того, чтобы это легитимизировать, им необходимо обратить внимание на другие страны. Именно поэтому Путин практически на всех своих пресс-конференциях, во всех своих интервью, он постоянно всегда говорит, а посмотрите, как у них, а посмотрите вот у них там, посмотрите у них там. Потому что это дает им моральное право делать все то же самое там, у себя в стране. Поэтому вот еще раз, я сослался на разговор с философом, моим знакомым старшим, самое это ужасное в том, что он считает, что это нормально. И что так и должно быть. И по большому счету сейчас вот этот разлом, он происходит между теми людьми, которые, назови их как угодно, там, идеалистами, да, романтиками, которые мечтателями, которые считают, что все-таки нет, есть некие идеалы, и надо стремиться к ним. И действительно, там, врать нехорошо, убивать нехорошо, и давай мы повесим вот эти 10 заповедей, или назови как угодно, там, моральный кодекс строителя коммунизма, 5 буддийских принципов, придумай, что хочешь. Но повесим перед собой и будем стараться им следовать, либо мы повесим перед собой другое. Примерно тезис о том, что человек был, есть и остается существом ущербным, по большому счету говном. Ничто это не изменит, никто не в состоянии этого изменить. Так и в Америке, и в Европе, и везде. Поэтому давайте просто спокойно это признаем и будем жить по законам джунглей. Кто кого поймал, тот того и поимел. По праву сильного. По понятиям. Опять же, назовите как хотите. И вот это сейчас главный раскол, который происходит. Если, например, меня многие здесь спрашивают, а вот что там Соловьев, вот типа ты же его лично знал. Что Мария Захарова, которой я чуть ли не диплом выдавал в МГИМО, потому что она на 3 года моложе. Да, и я уже был журналистом, печатался, публиковался. Меня часто приглашали на вручение дипломов только что закончившим институт. Поэтому я-то ее вот с тех пор еще помню.
А меня спрашивают, а что Мария Захарова, а что там Маргарита Симоньян, а что вообще вот прочие остальные? Они вот верят или они не верят? Так они мыслят ровно теми категориями, которые я только что описал. Ну, во-первых, конечно, когда ты очень долго сам себя убеждаешь, накручиваешь, ты уже начинаешь верить. Это, опять же, чистая психология, такой эффект самозащиты, неизбежный просто. А с другой стороны, это, да, абсолютно четкое такое осознание, что, ну что, вот мы вот мир разделился на две части. На лицемеров, на лицемеров и примкнувших к ним идиотов-мечтателей, которые, там, возможно, не проплаченные Госдепом, они просто идиоты, они не понимают. Они не понимают, что человек не изменился, никогда не изменится. И мир таких трезво мыслящих реалистов, коим является Владимир Владимирович Путин, все, кто его окружают, и мы, которые лижут ему жопу. Но это в данный момент необходимо, считают они. Вот потому что или мы их, или они нас. Все. Насколько искренен Соловьев, как ты думаешь, в своих вот рассуждениях, истериках? Нет, Соловьев, я думаю, абсолютно не искренен. Абсолютно не искренен. А Соловьев абсолютный актер. Я в этом совершенно уверен. Знаешь, я сейчас не ручаюсь за Соловьева, но был у меня разговор с очень близким другом Андреем Макаревичем, очень известным российским актером. Поскольку разговор был у нас все-таки не для публики, я не могу сказать, кто это, но тем не менее. Вот играли мы у этого человека дома на бильярде. Вскоре после того, как, ну помнишь наверняка, Андрея зачморили, просто подвергли страшной обструкции на всех уровнях после того, как он выступил перед в украинском госпитале. Это было в 2014 году. И Макаревича смешали с дерьмом просто все, включая тех, кто еще недавно его любил, пел марионетки и поворот в караоке. Вот. И вот мы общаемся с этим актером, обсуждаем ситуацию с Андреем, и он так в какой-то момент ставит кей и говорит: Стас, знаешь, говорит, вот именно поэтому я этот народ и не люблю. Вот именно поэтому я для этого народа ничего делать не готов. Вот именно поэтому я не готов ради этого народа жертвовать, рисковать чем-то, потому что этот народ сегодня носит тебя на руках, а завтра готов тебя просто там расстрелять, распять, раскатать в смоле, в перьях, просто потому что вот так мгновенно изменилось отношение этого народа к тебе. И с одной стороны, говорит, в этом есть хорошая новость, потому что то же самое произойдет и с Путиным однажды. А с другой стороны, почему я должен ради этого народа выкладываться? И дальше он мне объяснил как раз философию таких, как Соловьев. Он сказал, что вот у них есть как раз, что это их такая психологическая тактика. Почему я должен ради этого народа жертвовать своей судьбой, карьерой, здоровьем, благополучием моей семьи, моих детей? Если у меня есть возможность сейчас разжиться за счет этого режима, поиметь с этой паршивой овцы под названием режим хоть что-то, ну, например, там, миллионы долларов, да, которые обеспечат мою семью, может быть, там, не на одно поколение вперед, а лучше не миллионы, там, а сотни миллионов долларов. Да. А пропаганда сейчас уже, расход на пропаганду исчисляется именно такими суммами. Поэтому почему нет? Я думаю, вот хочешь мою точку зрения, что Соловьев мыслит примерно так. Ну, как оказалось, что этими миллионами он воспользоваться не сможет, и это понятно. То есть он не сможет ими воспользоваться, там, условно, на Западе. И, судя по всему, уже понятно, что после смены режима он не сможет воспользоваться ими и в России. Ну, после смены режима, скорее всего, да. Но, опять же, я говорю, я же не могу залезть к этим людям в голову, узнать, что они чувствуют. Но мне кажется, что они сделали свою ставку. И они верят в то, что эта ставка сыграет. Они, обрати внимание, они все очень верят в фарт начальника. У Путина же одно из прозвищ его, которое было, но которое сейчас, конечно, его мало кто вспоминает, фартовый. Потому что в всех ситуациях ему везло. Казалось бы, сначала повезло с ценами на нефть, да, которые подскочили вскоре после его прихода к власти. И которые, собственно говоря, обеспечили те самые жирные нулевые, во время которых
собственно, так много наших с тобой общих знакомых, друзей там, и так далее разбогатело, поднялось, и потом вдруг стало оппозиционерами, а до этого не замечали, что происходит, потому что из серии, ну, все же хорошо, типа, мы вам не мешаем, и вы нам не мешаете. Путину не раз везло, ему много чего сходило с рук, и они просто верят, что и сейчас либо он такой умный всех переиграет, либо, а в конце концов, нам просто повезет. У меня есть знакомый, к счастью, там, не друг и не товарищ, но знакомый, который достаточно высокопоставленный чиновник, в том числе курирует там разные медиа, который, вот, кстати, молодой парень достаточно, 40 еще нету, и при этом который абсолютно мыслит вот так же, как эти там 70-летние дяди, ФСБшники, разведчики, и у которой любимая присказка это, ну, мы сейчас тут дело натворим, а в конце, даже если будет полная жопа, а нам просто повезет. Вот они рассчитывают на то, что в конце каким-то образом им просто повезет. Запад окажется слишком слабым, не сможет объединиться, как это действительно не раз бывало в истории. Ведь это же, слушай, как там у Губермана, пришел я к горестному мнению, по истечению долгих лет, вся сволочь склонна к единению, а все порядочные нет. Вот это, кстати, то, что мы сейчас наблюдаем на примере условных или безусловных либералов. Там прошел Вильнюсский форум, вся эта тема с паспортами хорошего русского или нехорошего русского, все разосрались опять, ну, как минимум, там, на диване. Но где на диване, там и в жизни. Сейчас в жизни-то есть диван для многих. Поэтому, и вот поэтому я бы не сказал, что надежды Соловьева, Симонян и всей этой прочей продажной публики, вот надежда на то, что однажды им повезет, что она такая уж беспочвенная. Очень даже легко может повезти. Может произойти еще какой-нибудь новый ковид, какая-нибудь новая катастрофа вселенского масштаба. Там, не знаю. Да, блин, пятна на солнце. Вот через день же читаешь какие-нибудь там прогнозы о том, что опять будет какая-то избыточная солнечная энергия. И все опять забудут, скажут, ладно, делайте вы чего угодно. Конечно, они очень надеются на то, что ты посмотри, послушай, с каким упоением Безруков читает бессмертные стихи про спор славян между собою. Да? Они все очень надеются, что в какой-то момент Запад действительно решит, что да ладно, пусть эти уже там все славяне между собой передерутся. С каким упоением они сейчас везде, опять же, в соцсетях пишут про то, что а вот посмотрите, украинские беженцы, как Европа устала от украинских беженцев, как уже там... Сейчас я вот просто вангую, вот в ближайшее же время будет очень много публикаций, материалов, видео именно о том, как украинские беженцы достают Европу. По крайней мере, на их месте я бы делал ровно это. То есть пытался, конечно, расколоть Европу, отношения изменить. Потом неизбежно, что мир от войны, конечно же, устает. То есть уже, я не знаю, ты по себе вот чувствуешь, замечаешь, не замечаешь. То есть если в начале, там, наверное, ты был готов там в телеграм-канал постить просто много войны, еще раз войны, читать про это, смотреть, то через какое-то время, конечно, уже, опять же, это естественная реакция там, защитного человека, немножко притупляется ощущение, ты уже не хочешь постоянно видеть трупы, не хочешь слышать про боль. Я это вижу, опять же, даже по Нью-Йорку, там в первой неделе, в первый месяц войны все жертвовали украинским беженцам. Просто много. Любые мероприятия в поддержку Украины, я представить себе не мог, как кто-либо мог бы отказаться, если тебя приглашали, если тебя просто предлагали пожертвовать, поучаствовать. А сейчас чуть-чуть люди уже остыли, потому что, ну, во-первых, потому что они уже много заплатили, американцы действительно просто на индивидуальном уровне очень много жертвуют денег. И это было всегда, кстати, сейчас особенно. Но вот так или иначе, чем дольше война, тем люди волей-неволей больше к ней привыкают. И на этом сейчас, конечно же, будет играть Путин, будет играть российская пропаганда, и пропаганда для своих внутренняя и внешняя, потому что они очень активно, на самом деле, продолжают заниматься внешней пропагандой. В Америке это не чувствуется, а вот в Европе это ощущается достаточно сильно. Ты понимаешь, вот это
чувство, являющееся производным чувства собственной неполноценности, меня очень сильно всегда напрягало и портит мне настроение. Потому что, ну как, я же русский, то есть я родился в России, да, у меня там русские корни, русская культура. Я очень люблю русский язык, его мелодику, звучание. Мне очень многое что нравится, да. Я абсолютно никогда не стыдился и по-прежнему там не стыжусь говорить, что я русский. Есть вот такие товарищи, понаехавшие, да, которые не соблюдают правила дорожного движения. Но при всем при этом я, конечно, понимаю, что вот чего здесь в Америке нет и что есть в России, это постоянное желание сравнивать себя с кем-то, кто круче, и считать, что он круче, потому что ему повезло, потому что он более жадный, более обладает какими-то другими не самыми лучшими качествами, позволившими ему разбогатеть. Вот это исключительно российская черта. Я ее не наблюдал нигде и никогда к западу от нашей границы. Да и к востоку, если честно, тоже. То есть я много ездил по Юго-Восточной Азии, Вьетнам, Камбоджа, Индонезия, Лаос. Чтобы там кто-то, да, поругать соседа можно, поговорить о том, что мы там самые крутые, да, но никогда не догоним и перегоним Китай. Чтобы вьетнамец такого говорил, такого никогда не будет. Догоним и перегоним там Камбоджу. Мы покажем этим нашим соседям вьетам, где раки зимуют. Нет, такого нет. И здесь, в Штатах, да, безусловно, есть Китай, есть торговая война с Китаем. А раньше была Япония, и американцы возмущались тому, как японцы покупали американские компании, скупили пол Голливуда, например, да. Но это возмущение никогда не было в парадигме, что вот они именно такие плохие, они делают то, что мы не... Ну, то есть это никогда не было сопряжено с самоуничижением. В России это всегда почему-то так или иначе уши самоуничижения торчат наружу довольно сильно. И это меня как раз как русского человека задевает. Вот почему? Хрущев же, стуча ботинком и крича, что мы похороним, он же не Швецию хотел похоронить какую-нибудь, хотя можно было бы соревноваться со Швецией. Россия, русский человек выбирает всегда кого-то посильнее, помощнее, чтобы соревноваться с ним, но в реальности не соревноваться, а больше кричать и за счет этого крика самоутверждаться. Я сам, когда только впервые приехал в Америку и начал здесь путешествовать, довольно много думал про тех самых тупых американцев, при том, что еще тогда не было Задорнова, который бы про них рассказывал, да, но все равно как-то хотелось, вот, постоянно повторяли направо и налево, что вот советский народ самая читающая нация в мире, заходишь в метро, все читают, а американцы, они вообще не любят читать, и они не про это. И поскольку я сразу начал путешествовать по всей стране и разговаривать с обыкновенными людьми, а не только там брать интервью у политиков, ученых, то я, конечно, был просто сильно удивлен количеством американцев, способных внятно излагать свои мысли, сомневаться, размышлять. Просто разговаривая с тобой, размышлять. И это действительно результат, как мне кажется, результат как раз привычки работать и подвергать все сомнению. То есть, несмотря на то, что у тебя, да, может, вот помнишь, как у нас одна из женщин, на крыльце которой мы увидели украинский флаг, она говорила, что вот я смотрю CNN, да, там, и так далее. И, конечно же, есть люди, которые смотрят, там, условно, только CNN, или люди, которые смотрят только Fox News, такие есть. Но даже те, сейчас которые смотрят... Надо пояснить. CNN — это лево-либеральная неправильно, пропаганда. на самом деле неправильно. Я сейчас, как человек, который на CNN регулярно появляется и комментирует, могу сказать, так все-таки нельзя сказать. Ладно, давай, подожди. CNN, условно, за Байдена, а Fox News за республиканцев. CNN за демократов, Fox News за CNN республиканцев. скорее традиционно будет больше симпатизировать вот так вот демократам, да. а Fox News будет больше симпатизировать
республиканцам. Но на самом деле, скорее можно сказать, что CNN более либеральный, Да. а Fox News более консервативный. Вот это будет правильно. Да, ну я так и хотел сказать, да, что одна леволиберальная, по-моему, Но просто ты не можешь... смотри, CNN меня попросила написать для них там несколько так называемых opinion pieces, то есть колонок, точки зрения, взгляд на происходящее, да? И, в частности, одна колонка называлась «Почему новое поколение свободных россиян стали солдатами Путина в Украине?» Как так получилось, да? Что те, кто не знал, не жил в Советском Союзе, вдруг стали жертвами там путинской пропаганды. И я написал эту заметку. И, казалось бы, они должны были, ну, просто раз уж я пишу, раз уж я против Путина, да, они не должны вообще ничего проверять. За все 30 лет, что я работаю, а я очень рано начал работать в российской журналистике, ни один редактор не подходил так внимательно к моим текстам, как эти ребята. А они факт-чекали просто все. Практически каждое второе, каждое третье предложение. В том числе те, которые были абсолютно антипутинские, которые были абсолютно в контексте, казалось бы, их либеральной идеологии. То, что им не нужно было проверять, ну, сказал чувак и сказал, значит, он знает. Нет. Когда я писал, например, что там, я не знаю, там россияне, там реформы 90-х очень больно ударили по там многим россиянам, поэтому какие реформы 90-х? Что значит больно ударили? Как конкретно больно ударили? Вот вы говорите, что у вас там один однокурсник прямо исповедует почти фашистские взгляды. Можно ссылочку на его страницу в Фейсбуке? Мы должны это проверить. Это я к чему? К тому, что даже на CNN, даже в тех американских медиа, которые россияне, не без помощи Маргариты Симонян, считают там пропагандистскими, да, даже там несопоставимо другой уровень отношения к информации, к фактам, к проверке. То есть ты имеешь в виду, что если мы сейчас придем на Rush Today и просто принесем, типа, смотрите, американцы роются в мусорке, потому что у них нет денег, конечно. они поставят завтра, еще даже сгустят краски, даже глазом не моргнут. Абсолютно. На CNN такое не прокатит. Конечно, будут проверять не постановочно ли у вас съемка. То же самое относится к Нью-Йорк Таймс, когда Нью-Йорк Таймс или другая американская газета публикуют фотографии там, преступлений в Буче, например, да, или где-либо еще в Украине. Будьте уверены, что факт-чекинг там прошел настолько сумасшедший, который нашим спецслужбам не снился. Ну хорошо, почему, когда был этот скандал с тем же самым ноутбуком Хантера Байдена, все заткнулись, это все фейк, это все неправда, а теперь оказалось, что все это правда и на самом деле было, а тогда все молчали перед выборами, чтобы Байдену не портить рейтинг. Ну, во-первых, это уже тоже преувеличение, не все молчали. Я говорю, говорили, нет, подожди, да, слушай, Facebook тогда банил как за фейк-ньюс тогда, за эти посты не разрешали ссылки размещать. Об этом писали какие-то... Да ладно, подожди, у меня приятель-журналист размещал эти самые ссылки вовсю. У меня друг, вот, кстати, тот, который... CNN и Нью-Йорк Таймс писал об этом? О его ноутбуке, там, конечно, вот этих вот коррупции? Конечно. Не просто давали. Нет, были дискуссии в эфире на эту тему. Естественно, в этих дискуссиях убеждали в своей правоте как раз сторонники Байдена, само собой разумеется, да? Но это было, это обсуждалось. Нет, на самом деле ты не найдешь ни одного серьезного скандала с участием там кого бы то ни было, который бы не... Здесь все очень просто. Если это if it's news, да, если это новости, то это новости, которые необходимо обсуждать, иначе ты теряешь деньги. Если там условно, ну, допустим, противники Байдена, там, республиканцы знают, что вот есть большой скандал, они его обсуждают, и CNN, допустим, или Нью-Йорк Таймс про это молчит, это значит что? Что все противники, или там сомневающиеся, или не определившиеся, пойдут и будут смотреть только Fox News и читать только правые газеты, да? Никто этого не хочет, потому что газеты и вообще медиа — это все равно бизнес. В первую очередь бизнес. В первую. И CNN прекрасно проживет без поддержки правительства, там, власти, кого бы то ни было, так же, как и Fox, так же, как и все остальные. Поэтому это вопрос исключительно бизнеса. А правда — это категория экономическая. И они это очень хорошо понимают. Не будешь говорить правду, будешь замалчивать ту или иную тему, просто зритель уйдет и будет смотреть других, и все. И реклама у тебя подешевеет. Поэтому говорят абсолютно обо всем. Вспоминаю там 96-й год, когда историю с Клинтоном и Моникой Левински, да, так, ну, просто не было ни одного медиа, тогда еще не было интернета, который бы про это не говорил. Как бы неприятно им это не было. Включая тех,
главные редакторы Не, ну, которых выпивали. Смотри, ты же дружили с понимаешь, Клинтоном. что я сейчас выступаю в роли адвоката дьявола, да? Но... Нормально, все правильно делаешь. Вот, но тут же можно разные методы, да, какие-то темы можно, например, искусственно раздувать, например, как там вмешательство России в эти несчастные выборы, хотя понятно, что там никакого вмешательства сколько-нибудь серьезного не было, но раздули это просто до таких масштабов, что прямо... Да, я следил там за американскими СМИ. Русские хакеры, это чуть ли не самые злые хакеры на свете внезапно стали. Ну, кстати, не внезапно. Русских хакеров уважали за их профессионализм всегда, в том числе американских хакеров. Нет, но имеется в виду, что, насколько я знаю, расследование уж не показало вмешательство России. Не, смотри, там не так. Во-первых, вмешательство, конечно же, было. Вопрос просто действительно в масштабах. Вопрос в масштабах, вопрос, могло это вмешательство повлиять на исход выборов или не могло. Я думаю, что на самом деле это влияние вмешательства, конечно же, не повлияло. Ну, то есть, объективно оно не повлияло. Ну, может быть, это вопрос там погрешности. Ну, может быть, там, условно, там 2%. Ну, вмешательство в чем? Что имейлы у Хиллари Клинтон, Но потому что она сама дура и... Не, вопрос не в имейлах Хиллари Клинтон, а вопрос в первую очередь в том, что называется гибридная война, вирусная пропаганда и так далее. Ну, грубо говоря, когда у тебя просто покупается достаточно много мелких инфлюенсеров, Да. которые публикуют заметки о том, что все не так однозначно, ну и так далее в том же духе. То есть продвигают определенную повестку. Да? И это либо инфлюенсеры, либо точно так же большое количество троллей. Вот то, что это было, в этом, ну, как бы это доказано, такие люди были. Другое дело, повторяю, да, что насколько они серьезно могли повлиять на американские выборы. На мой взгляд, не могли. И здесь американцы там перебдели, перекричали, и, конечно же, демократы были в этом заинтересованы, естественно. Не надо, еще раз, никто же американцев не идеализирует, это абсолютно там прагматичные люди, две партии, которые между собой жестко соревнуются. Там, читайте, не знаю, Марка Твена, начиная с Марка Твена, там, заканчивая великими политологами там, сегодняшнего дня, Наома Хомски и так далее, социологи, анархисты. Здесь есть все. Но принципиальная как раз разница между там, Штатами и любым другим обществом, особенно авторитарным, заключается в том, что здесь наблюдается плюрализм. Вот было такое слово во время перестройки, да? Там плюрализм мнений, одно из любимых слов Горбачева. Плюрализм подразумевает просто разнообразие точек зрения. И да, человек знает, что, допустим, даже если ты решил, что CNN это пропаганда, а Fox News это другая пропаганда, то у тебя есть и CNN, и есть Fox News, а помимо них есть еще десятки, а точнее сотни других медиа, которые стараются быть более-менее сбалансированными, которые представляют все точки зрения. И вот это в этом многообразии и рождается возможность получить ту самую правду, которую человек ищет.